Как сделать потолок из ламината? Всем привет! Вы на канале Чертог мастеров. Потолок, покрытый ламинатом, подойдет тем, кто предпочитает нестандартные решения для своего жилища. Это покрытие в последние годы стало универсальным. Поэтому им отделывают любые поверхности, не только пол. Но чтобы правильно организовать такое покрытие, нужно определиться со способом крепления материала, а также выбрать подходящую модель. Выбираем ламинат для облицовки потолков. Сразу стоит отбросить мнение о том, что для облицовки необходим прочный ламинат. По нему никто ходить не будет, поэтому все внимание следует уделить внешнему виду. Также стоит ориентироваться на способ крепления замков, материал изготовления. Выбирайте только одну дизайнерскую модель ламината на потолок в одной комнате. Не пытайтесь подбирать варианты материала для составления различных комбинаций и орнаментов. Эффект получится неудачным. Обращайте внимание на материал, из которого изготовлен ламинат. Это может быть ДСП, МДФ, ДВП. Соответственно, и элементы для монтажа нужны будут подходящими. Также не пытайтесь выбирать одинаковые дизайны из разного сырья, например, МДФ и ДСП или ДСП или ДВП. Должен быть только один комплект. Ламинат должен быть тонким и легким, в случае его неправильной стыковки он может выпасть, а это небезопасно. Более того, на потолке тяжелые конструкции крайне нежелательны. Не забывайте про оттенок. Цвет готового покрытия должен максимально гармонировать с обстановкой в комнате. Нельзя, чтобы потолок был сильно контрастным или наоборот незаметным. Нужно найти золотую середину. Подбирайте рисунок покрытия так, чтобы он не противоречил стилю интерьера. Легкие и нежные линии больше подойдут деревенскому направлению или Провансу. А вот отчетливо видимые линии среза дерева подчеркнут дизайн лофт или английский. Покупайте ламинат только из одной партии, в противном случае комплекты могут не сходиться по размеру и отличаться на 1-2 тона по цвету. Это будет сильно бросаться в глаза. Покупая ламинат для потолка, стоит позаботиться о некотором запасе. Приобретайте ламинат на 15% больше необходимого количества, высчитанного по смете. Запасные фрагменты помогут исправить ситуацию в случае деформации при монтаже. Обращайте внимание на текстуру. Бывает глянцевый, гладкий и матовый. Первый имеет отражающую способность, поэтому идеально подойдет для комнат с ограниченной площадью. Избегайте большого количества стыков, они сыграют негативную роль на площади потолка, и он будет казаться меньше. Чтобы избавиться от этой проблемы, лучше использовать длинные планки. Класс стираемости лучше оставить без внимания, оценить его во время эксплуатации будет невозможно. Такой параметр учитывается только при кладке панелей на пол. Если сама потолочная поверхность имеет значительную кривизну, тогда лучше отдавать предпочтение ламинату, который уже вскрыт лаком. Так удастся скрыть шероховатости и сделать поверхность ровной. Преимущества и недостатки ламината на потолке. Ламинат – это такое отделочное покрытие, которому свойственно иметь как минусы, так и плюсы. Разберемся в положительных качествах. Прочность и долговечность, привлекательный внешний вид, практически не видны загрязнения и пыль, широкий ассортимент моделей с разным рисунком, материал чистый и не горючий. К минусам этого облицовочного покрытия стоит отнести. Необходимо продумать технологию монтажа. В одиночку крепить невозможно, нужен помощник. Боится влаги, но с этим борются разные покрытия. Дополнительное декорирование потолка лучше не делать, так как велик риск испортить внешний вид ламинированных панелей. Нет смысла искать специализированное потолочное покрытие. Ламинат весь одинаково идет только на пол, но имеет разные категории износоустойчивости. На потолок, соответственно, можно брать самый тонкий вид. Виды ламината для кладки. Ламинатное покрытие бывает обычные, структурные, глянцевые, матовые, вощеные, древесина под маслом. Для нестандартного потолка следует выбирать покрытие с отражающими способностями. Они добавят комнате богатства и стильности, в остальном лучше отталкиваться от личных предпочтений. Размеры ламината и их особенности. Размер при использовании ламината для облицовки играет первую роль. У материала есть индивидуальные параметры длины, ширины, толщины. Очень интересно на потолке будут смотреться панели квадратного формата с размерами 40 на 40 см. Встречаются и детали объемного типа 40 на 120 см, а также 20 на 200 см. Каждый из размеров имеет свою особенность.
Например, самые длинные варианты больше подходят для широких, но небольших комнат. Они способны визуально компенсировать излишнюю ширину в помещении. Квадратным панелям место в холлах и прихожих. Толщина не менее важный фактор. Встречаются модели от 6 до 12 мм. Лучше выбирать средние для потолка, так как они будут прочными и умеренно легкими. К тому же сэкономят свободное пространство под потолком. Способы крепления ламината на потолок. Для того, чтобы сделать облицовку потолочной поверхности ламинатом, можно использовать две методики – путем посадки на клей или с помощью установки на каркас. Каждый из вариантов состоит из нескольких этапов. После покупки ламината дайте ему отлежаться пару суток в той комнате, в которой его будете монтировать. Это даст возможность материалу привыкнуть к среде. Это действие обязательно и не зависит от того, каким образом будет выполняться крепление. Монтаж ламината на клей. Для того, чтобы воспользоваться этим способом, нужно подготовить рабочую поверхность. В данном случае ее стоит сделать идеально ровной. Выполняется монтаж в такой последовательности. Выравнивают покрытие с помощью многослойного нанесения шпаклевки или прикручивания гипсокартонных конструкций. Последний вариант уместен только если в комнате высокие потолки, иначе он займет полезные сантиметры. Последовательно нанесите клеящий состав на потолок, начните крепление панели от дальнего угла. Чтобы долго не придерживать панель, установите подпорки. Это может быть швабра, поставленная на шкаф или стол. Только действуйте аккуратно, чтобы не повредить конструкцию. Затем прикрепите следующую часть ламината. Старайтесь все работы по наклеиванию выполнять поэтапно. Велик риск, что сразу закрепленный весь потолок может обрушиться. Не забывайте о герметике, им желательно промазывать все торцы каждой панели. В данном способе лучше не спешить, чтобы получить красивый и ровный потолок. Установка ламината на каркас. Такая отделка потолка ламинатом не требует специальной подготовки поверхности. Не обязательно предварительно выравнивать потолок под уровень. В такие конструкции с легкостью можно установить встраиваемые светильники. Однако сооружаемый каркас ворует полезную высоту помещения. Приступая к установке, действуйте по алгоритму ниже. Подготовьте поверхность, зашпаклюйте щели и соберите отставшие куски извести и штукатурки. Прогрунтуйте поверхность. Далее распределите электрику, проложите кабеля в гофре, наметьте, где будут устанавливаться светильники. Выполните разметку каркаса. Для этого определите самую низшую точку в потолке. От нее сделайте отступ вниз, так чтобы он был равен высоте светильника. Добавьте сверху 2-3 запасных сантиметра. Эту точку перенесите на стены, для этого пригодится водяной уровень. Все отметки соедините специальным монтажным шнуром. Приобретите оцинкованные профили или деревянные бруски. Шаг установки. Планок подберите так, чтобы он соответствовал 50 сантиметрам. Прикручивая каркас, следите за его строгой параллельностью. Важно получить идеально ровную конструкцию. Вдоль окна зафиксируйте направляющие детали профиля. Непосредственная установка. В подготовленный каркас уложите слой утеплителя, выбирайте тот, что по весу будет легче. Далее укладывают гидроизоляцию, необходимо для монтажа в ванной или на кухне. С дальнего угла начните замыкать панели, делайте это последовательно. Второй ряд прокладывайте со смещением наполовину предыдущей планки. Получится имитация кирпичной кладки. По завершению работы установите багеты по периметру комнаты, установите светильники в предварительно вырезанные места. Крепление к обрешетке ламината выполняется гвоздями без шляпок или специальными клинкерами, которые используются при обшивке поверхности вагонкой. Готовые решения по оформлению ламината в комнате на потолке. 5 интересных идей. Существует несколько вариаций размещения ламината на потолке. На выбор такой тактики в первую очередь играет формат комнаты и высота потолков. Также учитывается и тот факт, что хозяин желает изобразить. Акцентирует внимание. Подобный способ будет лучшей альтернативой для тех комнат, которые имеют некоторые дефекты в оформлении интерьера. Также акцентирует внимание на потолке, если планирует подчеркнуть его геометрию. С помощью ламинированных панелей можно закрыть не полностью весь потолок, а какую-то его часть. Этот подход создаст эффектное зонирование. Буквой «Г». В данном случае под облицовку задействуется не только потолок, но и одна из стен. В отделке будет участвовать только отдельный фрагмент потолка. Шикарно подобное оформление смотрится в просторных кухнях. Так отделяют зону готовки или обеда, разграничивают кухню с гостиной между собой. Вместе с полом и стенами. Пол, стены и потолок можно облицовывать одной моделью ламината.
Такой подход создаст отдельное пространство. Внутри него организовывают спальное место, игровую или детскую площадку внутри дома, прихожую или отдельно стоящую ванную. В современных дизайнах эта технология очень уместна и превосходно играет роль зонирования. С повторением на полу. Если потолочная поверхность будет сочетаться с полом, это визуально выровняет комнату и сделает ее завершенной. Здесь важно выдерживать геометрическую форму пола и потолка так, чтобы они получились симметричными. Не стоит зацикливать внимание на одном и том же материале. На полу можно тот же участок выложить декоративным камнем, кафелем подобного оттенка, как и ламинат на потолке. Заключение. Можно изготавливать потолок из ламината в комнате любой неправильной формы. Оригинально подобная отделка будет смотреться в помещении мансардного типа. Скошенная поверхность с вырезанными внутри оконными проемами придется по душе каждому хозяину. И совсем не важно, жилая это будет комната или просто красиво оборудованный чердак. Согласны ли вы с мнением, что ламинат не следует устанавливать на потолок в низкой комнате? Делитесь с нами в комментариях. Ссылка на статью в описании. Автор статьи Светлана Меньшова. Надеюсь, вам понравилось это видео. Напишите в комментариях. Подписывайтесь на канал и включайте колокольчик. Что, мы уже не снимаем? Заходи к нам почаще.